Кварцевые часы – это удобно. Они работают годами, показывают точное время без частых корректировок. Удобный вариант, надел и пошел. С другой стороны, обычные кварцевые часы – это скучно. Ну правда, кварцевые часы, их миллионы. Многие ничем не примечательны. Конечно, иметь хотя бы одни кварцевые часы, я считаю, нужно. Но покупать вторые, третьи – сильно на любителя. Конечно, я все еще могу купить кварцевые часы для обзора или импульсивно, по настроению. Я для себя выработал такой подход. Избегать приобретения кварцевых часов, если в них нет хотя бы двух интересных особенностей. Например, у них сапфировое стекло и титановый корпус. Или солнечная батарея и радиосинхронизация. Или интересный дизайн, какая-то другая особенность, как то механизм Mega-Quartz. Сегодня у меня как раз такие часы. Это Casio Lineage. И сколько же в них дополнительных фишек? Считаем. Солнечная панель TUF Solar, радиосинхронизация Multiband 6, сапфировое стекло, аналогоцифровой циферблат и некоторые дополнительные функции. Мировое время, будильник, секундомер, таймер. Тут надо сказать, что не все любят аналогоцифровые часы. На моем канале уже были такие часы Casio G-Shock и Timex Expedition. Вообще линейка Casio Lineage часто остается в тени. Гораздо больше внимания привлекает G-Shock, Edifice, ну а также Vintage и ProTrack. Трудно также оценить, где позиционируется линейка Lineage относительно других. Они дороже многих G-Shock, но и не топовые, как Oceanus. Внешний вид что-то между классическим и повседневным. Возможно, это вообще не отдельная линейка. На сайте они отображаются не как отдельная линейка, а в категории Wave Scepter, то есть часов с радиоконтролем. Похоже, что в Casio сами не уверены. Вообще существует несколько вариантов таких часов. В титановом корпусе или в корпусе из нержавеющей стали, с темно-синим, черным и белым циферблатом, с обычным и инверсным ЖК-дисплеем, с цифрами и без. Диаметр корпуса составляет в самом широком месте 40 мм, прям золотая середина. В высоту 43,8 мм, толщина 9,4 мм. Вес часов в стальном корпусе 115 грамм, а в титановом 73 грамма. Габариты часов, как видите, небольшие, идеально подходят для повседневной носки и офиса. Даже вариант из нержавеющей стали удобен в носке, и их вес комфортный, приятный уровень тяжести. Так что если будет стоять вопрос переплатить за титан или брать стальные, мое мнение – стальные норм. Цвет циферблата моих часов, строго говоря, не черный, это скорее темно-серый. Циферблат интересно играет на свету под разными углами. Ближе к краю видны бороздки концентрических окружностей, над которыми возвышаются метки. Еще выше расположены отметки минут, выделенные синим акцентом. Таким образом, циферблат приобретает визуальную глубину, на него интересно смотреть. Вообще часы хороши, красивые, на них приятно смотреть. Цифровой жидкокристаллический дисплей расположен снизу. На нем можно отобразить день недели и число, или секунды, или часы минуты в цифровом виде. Кроме того, все функции часов отображаются именно на цифровом дисплее. Часовая и минутная стрелки наполовину скелетонизированные. Их концы окрашены светонакопительным составом. Светонакопительный состав на секундной стрелке тоже имеется, но нанесен на обратный кончик стрелки, а передняя половина стрелки окрашена белой краской. Секундная стрелка четко попадает по всем меткам. Каждые 10 секунд минутная стрелка перемещается на 1/6 деления. Корпус полированный по бокам и по безелю и шлифован сверху. Браслет приятный, состоит из литых звеньев с комбинацией шлифованной поверхности и полированных полос. Застежка удобная. Единственное нарекание, которое у меня появилось к браслету, всего 2 отверстия для микронастройки длины. Можно сказать, что длину настраивать придется с точностью в одно звено. Может оказаться слишком свободно или слишком туго.
Надписи на задней крышке перечисляют все особенности и функции часов. Сама задняя крышка крепится на 4 винтах. Это обеспечивает уровень водозащиты 5 бар. Необходимый минимум, на мой взгляд. Теоретически в них можно даже плавать, но я бы не стал. Да и вид у них не спортивный. Хотя часы высокотехнологичные, если можно так сказать. Интересно наблюдать, как быстро перемещаются стрелки при настройке или приеме радиосигнала. За быстрым перемещением стрелок можно наблюдать также благодаря еще одной функции часов – сбережение энергии. Ночью в темноте, а также при длительном нахождении без источника света, часы переходят в режим сохранения энергии. При этом ЖК-экран отключается, а секундная стрелка прекращает ход. Минутная и часовая стрелки продолжают указывать точное время. Если же часы длительное время будут находиться в темноте, например, в коробке от часов, то тогда все стрелки останавливаются. Но если достать часы на свет, стрелки быстро перейдут в правильное положение и ЖК-экран загорится. Далее рассмотрим функции часов. Яркость подсветки. В ночное время сносная, достаточно яркая, я бы сказал. Также, что хорошо, если недостаточно яркости, есть кнопочка, чтобы экран загорелся. В целом в этом режиме видно и стрелки, и цифровой индикатор. Я думаю, такая подсветка также подзаряжает немного светонакопительное покрытие. Настройка времени осуществляется, и вообще все настройки осуществляются нажатием вот этой кнопки и удержанием, пока не появится надпись Adjust. — 24 часа. Этой кнопкой переключаем или 12, или 24. Следующая настройка — часовой пояс. Давайте посмотрим Афины. Далее. Daylight Saving Time Automatic. То есть режим зимнего времени выключен, включен автоматически. Пусть будет автоматически. Часы, минуты, год, месяц, число. Это звук нажатия кнопок. Это язык дней недели, например. Английский, немецкий, испанский, китайский, японский, английский. Далее. И чтобы завершить настройки, я просто снова нажимаю вот эту кнопку. И как видим, стрелки пришли к нужному положению автоматически. Сигнал точного времени часы принимают от радиовышки. Они принимают сигнал ночью автоматически, но можно и вручную попробовать принять сигнал. Для этого вот эту кнопку зажимаем на 2 секунды. Receive. Смотрим. И, собственно, ждем. Как мы видим, стрелки остановились. Часы пытаются поймать сигнал. Я думаю, что... Если обратите внимание, секундная стрелка указывает на обозначение W. W означает work, что в работе. Это может занять несколько минут. 3, 5, 8 минут. Мы услышали бип, и часы начали идти. Вы видите на экране get, это значит, что прием сигнала был успешен. Если бы прием сигнала был не успешен, надпись была бы error, ошибка. Если перейти вот в этот режим и нажать эту кнопку, то мы видим дату и время последнего успешного приема сигнала. Теперь, если же мы хотим выключить автоматический прием сигнала, например, у вас он не ловится, и вы не хотите, чтобы он тратил на это свою батарею, или же просто не хотите, чтобы он синхронизировался, хотите установить свое время, например, на 5 минут вперед. В любом случае, если вам зачем-то нужно отключить автоматический прием сигнала, мы зажимаем вот эту кнопку, и мы видим, что он сейчас включен. И вот этой кнопкой мы можем выключать и включать обратно. Чтобы вернуться в обычный режим, мы вот эту кнопку зажимаем. Всегда, когда мы зажимаем эту кнопку, он возвращает нас в режим текущего времени.
Переключение дисплеев. Сейчас на дисплее мы видим текущее время в электронном виде. Можем переключать день, неделю, число, секунды, а также индикатор антенны и индикация, что это летнее время. Ну и снова режим текущего времени. Давайте пробежимся кратенько по функциям. Здесь мы видим индикатор батареи и надпись middle, что значит средний заряд батареи. World Time, мировое время. А в Нью-Йорке 10:41 утра. Будильник. Будильник выключен, я не буду сейчас устанавливать будильник. Stopwatch — это секундомер. Запускаем. — 11 секунд и 59 миллисекунд. Продолжаем. 15 секунд и 71 миллисекунда. Чтобы сбросить, мы просто нажимаем и задерживаем. Сбросили. Режим таймера. 5 минут много. Давайте сделаем минуту, например. Максимальное значение, на которое можно поставить таймер, это 100 минут. Так, запускаем таймер. Ну, примерно так будет звучать будильник. И все. Вот это все режимы. В режиме настройки будильника можно также настроить звуки. Здесь 5 разных будильников. И вот этот сигнал, это значит, что каждый час он будет издавать звук. Мы можем этот сигнал включить или выключить. Часы получились красивые и интересные, хотя эта модель довольно старая. Надеюсь, я смог показать вам все интересные аспекты этих часов. Спасибо за просмотр.